только за 2011 год, за текущий год, более 20 мероприятий межгосударственного значения в разных странах СНГ. И то, что вы сейчас здесь находитесь, это как бы явный пример того, что мы успешно поработали в течение года. И это мероприятие является уже кульминацией, логическим завершением всех мероприятий в этом году. Не надо брать другие интеграционные объединения как эталон. Но нужно учиться на хорошем опыте. Если показывают, что какой-то механизм работает, зачем изобретать велосипед, когда он изобретен? Если мы каждый раз в своей деятельности будем изобретать велосипед, а еще лучше колесо, то несколько поколений на этом колесе и останется. Поэтому, если есть практика, которая работает, значит нужно ее брать. Если есть практика, которая не работает, вы все прекрасно знаете, что в каком сейчас жесточайшем экономическом кризисе находится еврозона. Не Евросоюз, а еврозона, именно зона евро. Да? Значит, что при этом двигателем этого валютного пространства являются мощнейшие экономики. Германия, Франция, Италия. В пятерку экономик входят все три страны практически. В шестерку. Значит, здесь есть для нас предостережение. Значит, здесь нужно очень внимательно к этому относиться. А там, где идут вопросы, связанные с ценностями, вопросы, связанные с ролью гражданских институтов, там успех. И, следовательно, вот эти инструменты надо и брать. Все требует, мне кажется, своего этапности реализации. То есть для того, чтобы быстро подружиться, познакомиться, пообщаться, значительно проще проводить программу с точки зрения культурологического характера. И большее количество людей может же приехать, и себестоимость ниже у этих объективов. Но вместе с тем, с определенного момента, когда уже друг с другом познакомились и сложилась некая атмосфера доверия, и сложились механизмы реализации программ, и по большому счету, что творческий фестиваль провести, что создать систему поддержки предпринимательства, механизмы координации примерно одинаковые. Они уже отработали. Меня зовут Дуйшинбиева Альбина, я представляю Республику Кыргызстан. И сегодня я буду представлять проект под названием «Молодежный фестиваль социальных видеороликов «Мы вместе». Цель моего проекта – объединить молодое поколение стран СНГ и при помощи видеороликов направить их умы, так скажем, в нужное русло. Хагани Фараджев из Азербайджана. Я бы очень хотел, что вот молодежь СНГ, которая вот тут участвует, вообще каких-то мероприятий участвует, они более бы тесно связались между собой, потому что один из проблем, который я вижу, это обмен мнениями и обмен проектами между молодежными организациями стран СНГ. Молодежь каждой страны работает в своей стране, но обменов таких много нету. Например, я о своих скажу, в нашей стране как. Мы много работаем с западными организациями, западными странами, организациями западных стран, но с странами СНГ очень вяло идет эта работа. Я бы желал, чтобы какой-нибудь формат такой придумать, чтобы молодежная организация стран СНГ сотрудничала в этом формате, какие-то проекты вместе делали, какие-то обмены мнениями было. Обмен опытом очень важен, потому что, не знаю, в России работает организация по другому принципу, у нас по-другому. Мы работаем больше с спонсорами, а не с государством. Но это обмен очень важен для того, чтобы интеграция на молодежь пошла. И еще, когда молодежная организация интегрирует между собой, это получается большой ресурс. В том плане, что организации разного профиля. Они могут вместе делать разные проекты. Например, какая-то общественная организация, которая специализируется на молодых лидерах, они могут вместе делать какой-то проект с другими организациями, которые в стране, например, в России, которая она как бы работает по профилю, не знаю, культурному профилю. У них нет, например, наша организация работает больше на молодых лидерах. Мы ищем организацию, которая вот в СНГ было каких организаций, что мы работали с ним по культурной части. Потому что у нас есть хорошие организационные как бы, ресурсы, а у них есть культурные.
как бы обменять и обмен этого, и вместе сблизиться и создать новый, что какой-то новый формат общения нашей организации. И это приведет к тому, что у нас много проектов будет, во-первых, много идей будет, и наша молодежь будет еще теснее дружить, теснее отделяться мнениями, общаться. И не важно, что мы каждый год собирались где-нибудь. Это можно и через интернет, через интернет-портал сделать какой-нибудь. И там свои идеи распространять. И найти своих близких организаций. Вот, например, такой пример у нас с европейским организацией. Такой у нас ресурс есть, интернет-ресурс. Там у кого какой-то проект есть, они, например, ищут проект, например, организации из России или организации из Азербайджана. Мы пишем, что у нас наша организация вот готова с вами сотрудничать. Можно такой же интернет-ресурс сделать для организации, молодежной организации СНГ. И, например, мы в Азербайджане какой-то проект делаем, мы хотим кого-то пригласить, пусть приезжает к нам наши проекты. Мы поедем на какие-то проекты, или совместно делать какие-то проекты. Но это, думаю, что важнее, самое важное. Как бы это начало обмена между молодежью. Это очень важная часть, я думаю. Агаркова Ольга, Россия, Воздок, Северный Кавказ. Проект у меня создание мультакадемии СНГ. Ну, конечно, я хочу, чтобы центр был в Пятигорске. Такой город, где можно и отдыхать, и очень много достопримечательностей, и такое многонациональное там смешение. Общаться будет там в любой стране очень легко. Вот. Создание мультакадемии, значит, мы хотим творить мультфильмы, это нравственные, как советские, саидговские такие. Это будут притчи от каждой страны, показать свои национальные особенности, чтобы это был цикл мультфильмов. Я считаю, у этих мультфильмов большое будущее, очень колоритное, менталитет всех стран войдет туда, а также объединить молодежь, чтобы учить вот, и рисовать, и дизайн, потому что сейчас компьютерная графика, сценаристов, режиссеров, филологов, историков. Я думаю, это тот пласт, который может объединить наши страны, может дать вот такой позитивный настрой и молодым поколениям. Наши мультфильмы, они не детские, они молодежные, вызывает интерес у всей широкой аудитории. Мне интересно показать традиции казачества. Вот я вижу, насколько там сейчас это, актуально сохранить вот именно уходящие вот песни, обычаи. Вот хочу показать, как принимают в казачество. Вот в церкви батюшка идет, благословляет, потом читается присяга. Вот как ответственность, вот менталитет, вот эти вот нюансы хочу показать вот документальное кино. А может быть, какие-нибудь социально острые темы, проблемы отразить в вашем проекте? Социально остро, я считаю, единственное, чтобы наша молодежь не росла без корней. Вот в основном сейчас американские мультфильмы, вот американское шоу, хотя у нас очень богатая культура. Это то, с чего началась наша мультакадемия. Настя Агаркова, она сделала мультфильм, еще обучаясь в городе Пятигорске в училище художественном, и взяла первое место на всероссийском конкурсе. И когда мы увидели такой отклик в аудитории, мы решили продолжить эту идею, стали искать молодых аниматоров. Их оказалось очень много, только дома, как домашние мультфильмы делают. И теперь, если мы объединимся, чтобы выйти на более профессиональный уровень, вообще традиций материала очень много. А так это с Настей все началось. Я хочу выйти на самый высокий уровень, то есть как мультстудия Pixar. То есть они делают развлекательные мультфильмы, а я хочу сделать основу на национальных традициях, на культуре, потому что на мультфильмах учатся дети, а это основа будущего. То есть у меня еще и моральная сторона этих мультфильмов и этой мультстудии, чтобы был мир, чтобы
страны СНГ дружили друг с другом, чтобы уже с детства воспитывать культуру и любовь к другим странам. И я сейчас прошла по регионам, по странам, большой отклик, всем это интересно, но я думаю, что этот материал будет интересен не только в наших странах, в странах СНГ, но и на другой территории, потому что это богатая культура и традиция. Но также эти работы будут сделаны молодыми людьми, и они не будут скучными, они будут очень интересны.